Всем привет! Готовим ганаш на сливках на шоколаде из обычного магазина. Аленка, Россия, воздушный. Предлагаю наконец-то избавиться от путаницы в голове и разобраться, какой ганаш в какой пропорции, взбитый или нет, подходит для того или иного изделия. Приступаем! Начнем с самого простого приготовления – взбитого ганаша на темном шоколаде для начинки в торт. Для этого вам понадобится темный шоколад и сливки жирностью 33%. Все последующие приготовления крема будут также состоять из двух ингредиентов. Варьироваться будут только пропорции. Для начала нагреваем сливки до горячего состояния, но не кипятим. Вливаем горячие сливки в шоколад. Даем постоять пару минут. И перемешиваем. Лопаткой перемешать до однородности не получится, используем венчик, а лучше блендер, иначе все неразмешанные комочки шоколада будет видно в готовом ганаше. Далее ганаш накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры на столе, а затем убираем в холодильник для стабилизации примерно на 6-8 часов, так что удобнее готовить его на ночь. После этого достаем его из холодильника, снимаем пленку и видим, что он поменял структуру, стал густым и плотным. Вот, кстати, в таком состоянии он прекрасно подходит для начинки в капкейки. Начинаем взбивать миксером. Взбивать нужно аккуратно, не торопясь, всегда на самой низкой скорости. Сначала крем будет жидким, но при дальнейшем взбивании начнет густеть. Когда на поверхности появится рельефный рисунок, останавливаемся. Главное не перевзбить крем, чтобы он не расслоился. Готово! Получился воздушный, податливый, легкий в работе и очень вкусный взбитый ганаш. Во взбитом виде он подходит для тортов без тяжелой жидкой начинки, бискули, конфи, курдов, но к нему можно добавлять, к примеру, орехи или бананы. Для начинки в макаронс и для украшения капкейков не подходит. И очень удобно, что торт с таким кремом не обязательно собирать в кольце, крем достаточно стабильный. Но что обязательно нужно делать, так это пропитывать коржи сиропом. Сливки, входящие в состав ганаша, не пропитают коржи в полной мере. По этому принципу готовится взбитый ганаш на молочном и белом шоколаде для начинки в торт, но с одним отличием. Количество сливок в данных пропорциях меньше, чем для ганаша на темном шоколаде, поэтому, чтобы растопить весь шоколад, приходится дополнительно прогревать массу в микроволновке или на паровой бане, импульсно по 5 секунд, тщательно перемешивая. Ганаши без взбивания прекрасно подходят для начинки в капкейки. А после взбивания хорошо уплотняются, хорошо держат форму. И я думаю, вы уже заметили и поняли разницу взбитого ганаша от невзбитого. Его плотность в разы поднимается, так как сливки, присутствующие в составе, теперь не жидкие, а взбитые. Это придает дополнительную гарантию стабильности изделия. И вот теперь таким ганашем можно прослаивать торты, либо украшать капкейки. Шапочки получаются невероятно аппетитными и выразительными. Использовать ганаш для макаронс без взбивания можно, но делать это следует очень аккуратно. Главное не переборщить с начинкой, иначе ганаш может вытечь за края пирожного. В горизонтальном виде отправляем в холодильник, и уже там начинка хорошо подмерзнет и схватится. А вот макарон со взбитым ганашем в этих пропорциях не страшны никакие перевороты и развороты, и слой ганаша можно сделать достаточно солидным. Далее покажу взбитый ганаш на темном шоколаде в пропорции 1 к 1 для выравнивания торта. Вот этот ганаш, на мой взгляд, самый универсальный. Им можно не только выравнивать торт, но и украшать капкейки, начинять макаронс и использовать в качестве начинки в торт с тяжелыми наполнителями. Получается он гораздо гуще, чем первый ганаш на темном шоколаде. Его консистенция походит на эластичную шоколадную пасту.
Ганаш на горьком шоколаде показывать не буду, так как ведет он себя так же, как и ганаш на темном шоколаде. В описании укажу пропорцию. Но не забывайте, горький ганаш, он действительно горький. Если не любите горчинку, тогда в чистом виде его не готовьте. Лучше мешать его с молочным шоколадом, будет как темный. Если будете делать такую сборку, то для каждого вида шоколада высчитывайте сливки по пропорции и проблем не возникнет. К примеру, берете 100 грамм горького шоколада, посчитали для них количество сливок, 50 грамм молочного, высчитали для них и все, добавляете, смешиваете, готовите. А выравнивать торт темным ганашем одно удовольствие. Он ложится как масло, спешить никуда не надо, спокойно, не торопясь работайте. Можно воспользоваться и горячим шпателем, только крем может местами блестеть. И всегда выравнивайте торт ганашем в 2 этапа – черновой и финишный, а то крошки от бисквита могут изрядно подпортить конечный результат. Разрезается торт очень легко и мягко, ганаш на сливках абсолютно не крошится. В одно и то же время он хорошо держит форму и остается эластичным и податливым. А вкус, конечно, потрясающий. Ганаш на темном шоколаде, как мне кажется, самый вкусный шоколадный крем из всех существующих. С макарон на темном шоколаде такая же история, как с молочным и белым. Взбитым ганашем наполнять макарон предельно легко. Если используете не взбитый, работаем аккуратно. Правда, он постабильнее, чем белый и молочный, так что будет немного проще. Шапочки на капкейках опять же безупречные, рельефные и стабильные. Переходим дальше. Рассмотрим последние пропорции ганаша на молочном и белом шоколаде для выравнивания. Данные пропорции подходят только для этой цели. И вот здесь начинается самое интересное. Если их поставить в холодильник на стабилизацию на 8 часов, как ганаш для начинки, то конечный результат будет очень плотным. И вот вам варианты работы в такой ситуации. Первое, что можно сделать с молочным ганашем, это дать ему согреться минут 10 при комнатной температуре. И после этого приступить к взбиванию. Оставлять ганаш греться дольше при комнатной температуре не рекомендую, он может расслоиться, так как сливки, входящие в состав крема, взбиваются только холодными. Действовать нужно предельно внимательно. Здесь не будет стадии разжижения, ганаш взбивается за считанные секунды. Взбили крем, обязательно дали ему согреться, так как в холодном состоянии ганаш будет рвать края торта, и приступили к выравниванию. В принципе, выравнивать торт молочным ганашем можно и сразу, после стабилизации, пропустив процесс взбивания, но внешний вид такого ганаша похож не на крем, а на холодную соленую карамель. А после взбивания его цвет и консистенция сильно меняются, определенно в лучшую сторону. Поэтому показываю вам третий, самый правильный вариант приготовления крема. Правда, покажу его уже на белом шоколаде, так как этот вариант подходит для них обоих. В идеале нужно поймать мягкую, но уже загустевшую консистенцию при стабилизации. То есть изначально не доводить ганаш до максимальной плотности. Он до нее все равно дойдет сам, только не в посуде в холодильнике, а на торте. Взбивание должно проходить легко, чтобы миксер сильно не напрягался. Крем готов. Можно приступать к выравниванию. В видео я использовала 2 плитки шоколада. На застывание ушло 40 минут, температура ганаша 15 градусов. Эти данные будут у всех варьироваться в зависимости от объема ганаша и вида холодильника. Хоть я вам и показала, что ганаш на белом шоколаде взбить реально, но все-таки этот вариант больше подходит для молочного шоколада. Белый ганаш, если честно, что взбитый, что не взбитый, совсем не отличается конечной консистенцией. Так как сливок по данной пропорции идет очень мало, смысла его взбивать вообще нет. С ним легче работать сразу, после того, как вы пробили его блендером. Если жидковат, убираем ненадолго в холодильник и ждем подходящую плотность. Таким методом вы минимизируете возможные ошибки, а выравнивать торт им будет проще. Белый ганаш можно окрасить в любой цвет. Я для примера добавляю диоксид титана. Добавляем его после того, как полностью растворили шоколад. Пробиваем блендером до однородности. Чем окрасить ганаш, какими красителями, я подробно рассказываю в видео про цветные подтеки. Пропорция для них точно такая же, как и для ганаша для выравнивания, так что повторяться не буду, кому интересно, ссылка будет в описании.
Собирать и разрезать торт так же легко, как и ганаш на темном шоколаде. А вот вкусы, безусловно, друг от друга отличаются. Если в темном, по моим ощущениям, сладость в меру, то молочный и белый ганаш на любителя. Любите сладкие торты – готовьте или комбинируйте. К примеру, выровнять торт можно темным ганашем, а в начинку использовать молочный, либо наоборот. В заключение быстро расскажу про расслоение, подогревы и перегревы. Если перекипятили сливки, ганаш, как ни странно, получится, но его ожидаемая консистенция может быть плотнее. К примеру, готовили молочный ганаш для начинки, а получили ганаш для выравнивания. Если после объединения сливок и шоколада начали дополнительно подогревать шоколадную массу и перегрели ее, эффект будет таким же, как при перегреве сливок. Ганаш будет очень густым и гораздо сильнее, чем требуется, так как шоколад при перегреве меняет свою структуру, становится комковатым и плотным, но ганаш не расслоится. Если ганаш изначально жидкий, можно в него дополнительно добавить шоколад и стабилизировать повторно. Растапливаем ганаш в микроволновке до температуры жидкого шоколада и объединяем их вместе. После остывания убираем в холодильник. Если наоборот ганаш густой, можно в него добавить сливки, только они должны быть примерно одинаковой температуры. Тщательно перемешивайте и крем готов. Но есть одно но. Эти 4 манипуляции не портят внешний вид стабилизированного ганаша, но если начать его взбивать, могут возникнуть проблемы. В каком-то случае у меня все было идеально, в другом ганаш расслаивался. Если все-таки при взбивании ганаш расслоился, к жизни его не вернуть. Ни один мой метод не сработал. Глюкоза, шоколад, сливочное и подсолнечное масло, дополнительные подогревы и охлаждение. Если заморозить ганаш в морозилке, он расслоится. Молочный жир в сливках замерзает и отсекается. Чем меньше сливок в составе, тем расслоение меньше. Кстати, в замерзшем холодном виде он смотрится прекрасно, но при комнатной температуре этот дефект виден сильно. Если вам совсем некуда использовать ганаш, тогда морозьте. Для блинов, пирожного, картошка он прекрасно подойдет. Ганаш из холодильника импульсно подогревать в микроволновке можно, только будьте аккуратны, не перегрейте. Если боитесь рисковать, лучше оставьте его на столе при комнатной температуре. И, пожалуйста, не торопитесь, ганаш дело вкусное, но дорогое и занимает много времени. Не допускайте ошибки, которые можно просто исключить, и крем выйдет идеальным. Всем удачи и здоровья. Пока-пока.